А вот сейчас я поверну, а здесь еще одна ветка. Я даже не уверена, что это все поместится в кадр вместе. Ну вот так они растут в разные стороны. Это очень красиво. Но вы представляете, сколько это занимает места на подоконнике? Так, все, не пускай, а то... Миш, там горшок очень слабо стоит. Я понял. Так, Семочка. Их ловить надо будет. Сема, ложись, пожалуйста. Горшки придется ловить от Семы. Сема, Сема, лежать. Лежать. Каждый раз мы с тобой воюем. Лежишь. Меня видно? Добрый день, друзья! Надеюсь, что меня видно в цветах. Сегодня рассказ не о фаленопсисах, а о других орхидеях. Я выбрала два сорта орхидей, вы меня часто спрашиваете, и мне всегда хочется вам показать дендрофаленопсисы, когда они цветут. Особенно вот этот фиолетовый. А вот сейчас я поверну, а здесь еще одна ветка. Я даже не уверена, что это все поместится в кадр вместе. Ну вот так они растут в разные стороны. Это очень красиво. Но вы представляете, сколько это занимает места на подоконнике? И, кстати, вот этого дендрофаленопсиса, название я, к сожалению, не знаю. Их еще называют саноп. Я вам показывала пересадку. Мне тогда так понравился горшок, который я приобрела в Лимана Про. Ну, тогда это еще был Леруа Мерлен. И да, горшок хорош, но, как оказалось, не для этой орхидеи. У него есть вот здесь отверстие, и если я поливаю эти орхидеи, наливаю в горшки полностью воду, потому что корни у них очень тоненькие, в корне они воду не запасают, а запасают только вот в эти большие туберидии, или я их просто называю бульбы, то через вот это отверстие в этом зеленом горшке вода вся выливается. То есть я не могу набрать воды больше, чем на 3 сантиметра. Мне приходится доставать вот эту внутреннюю часть горшка и ставить в большую емкость, чтобы горшок был полностью помещен в воду. Что я вам хочу рассказать об этих орхидеях? Да, чудесные орхидеи всегда выпускают вот такие вот огромные бульбы, цветут и цветут не один раз. Вот можно заметить по старым бульбам, вот старая бульба, здесь было 4 цветоноса. Вот они, остатки от этих цветоносов. Когда орхидея сбрасывает цветы, цветонос сразу отрезают. Как можно меньше оставить пенек от этого цветоноса. Но не всегда получается, потому что чаще всего первое цветение после стоп-листа, а потом, ну вот здесь, между листьями, вырастают новые цветоносы. Не всегда можно подлезть секатором для того, чтобы отрезать цветонос до самого конца. Ну вот такое красивое очень цветение, много цветов. Вторая такая же орхидея, вот она с капризами. Во-первых, видите вот эти черные пятна на листьях? Это грибковое заболевание. И с этим грибковым заболеванием я борюсь очень-очень давно. Вот сейчас на этой орхидее оно купировано, оно не распространяется на другие орхидеи, но все равно выглядит очень некрасиво. И цветут вот эти две, казалось бы, одинаковых орхидеи, но только цвет разный, по-разному. Вот эта фиолетовая цветет очень долго. А желтая, она более капризная. Наверное, это какой-то более нестабильный сорт, как мне кажется, потому что распустила она все цветы на цветоносе, и проходит буквально месяц, она начинает засушивать цветы.
то у нее 3 цветоноса. И не факт, что все 3 цветоноса распустятся, потому что на одном она засушивает бутончики. Причем где-то в середине. Стоят они рядом. Разницы в содержании между этими цветами нет. Но одна цветет очень долго, более 3 месяцев, а эта отцветает очень быстро. И еще и капризничает. Но все равно мне нравятся эти орхидеи. Долгожители моего канала вспомнят, или могу я напомнить, оставив ссылку на видео, когда я приобрела вот эту орхидею, она очень интересно давала не цветоносы после цветения, а я ее приобретала уже, по-моему, отцветшую. То есть какую-то оценку. Она из-под листьев дала новые росты. И у меня этих ростов было больших уже, с корнями 2. И я их посадила рядом. И вот эту пересадку я вам показывала. Посадила их рядышком, и вот что за 3 года из этого получилось. То есть, ну, вот это, наверное, первый. Она каждый год дает от каждого старого роста по одной новой бульбе. И эти бульбы зацветают. Вот так они растут. То есть вырастает новый вот такой большой рост, появляется цветонос, и когда она отцветает, когда больше она не собирается цвести, начинается рост новых бульб где-то рядом со старой бульбой. Они тоже соединены все одним корнем, ризомой. Кажется, что это не от корня растет, а от бульбы. Вот здесь прям видно, что они так рядышком друг к другу. Появляются новые корни, потому что на старых бульбах корни больше не растут. Вырастают один раз только от новой бульбы. Но по ризоме, по этому корню, они передают друг другу питательные вещества, поэтому старые бульбы подсыхают. Значит, они уже начали передачу новой молодой бульбе, и молодая бульба вот так наливается. Когда она становится взрослой и вызревает, тогда начинает цвести. Но это происходит очень быстро. Ну, пусть они постоят вот здесь рядышком. А вот здесь, о, кстати, из горшка полилась водичка. Вот, потрогала, вот видите, и льется оттуда вода. Вот неудобство этого горшка. И еще вы меня просите рассказать об орхидеях-талумниях. У меня их 3. Приобрела я их зимой. По-моему, в прошлом году зимой привозила мне их Александра Красина. Но это, я могу сказать, это танцы с бубнами. Я, конечно, прочла об этих орхидеях все, что могла найти в интернете. И там описывают, что эти орхидеи, они как воздушные телансии, у них очень тоненькие корни, они могут расти на блоках. Ну да, я согласна с этим, что они могут расти на блоках, корни у них действительно очень тоненькие. Вот сейчас я вам здесь их покажу, в горшочке их видно, они не очень тоненькие, они, как в нашем русском языке можно сказать, тонюсенькие. Вот они. Написано, что орхидеи можно опрыскивать, корни можно опрыскивать, да, на блоках, или замочить блок тоже, или опрыскать, но просыхают эти корни мгновенно. И даже при том, что вот здесь я показывала вам, когда я искала именно вот такую решетчатую корзинку для того, чтобы посадить их, чтобы корни эти росли. Кстати, вот они прекрасно растут. Вот. Видно, в самом вот здесь низу они прямо укладываются. Они растут, дают новые росты. Но мне каждый день нужно подходить, опрыскивать эти орхидеи. Удобрять их тоже сложно. Но если в этот горшок я могу налить раствор с удобрением, то эту корзиночку мне надо куда-то погружать, найти такую емкость, чтобы погрузить, чтобы она постояла, чтобы кора тоже хорошо увлажнилась. Но могу вам сказать, сколько бы я ни держала, у меня даже доходило до того, что я 2 часа держала вот эту корзинку, погруженную в воду. И через сутки это все сухое. И через сутки, и каждый день после вот такого полива мне приходится их опрыскивать. И удобрять тоже сложно. Но вот я могу погрузить в раствор с удобрением,
куда-то там бросить гранулы с аминосилом, и все это отнимает очень много времени. Мне хочется вот эти орхидеи пересадить, вот эти из этого горшочка, который весь проветривается, в какую-то более закрытую систему. Хотя никто этого не рекомендует. Но, наверное, еще до весны я потерплю, посмотрю, как оно будет расти. Потому что зимой мы никуда не уезжаем. Уезжаем мы осенью. И вот когда они без меня находятся 10-12 дней, мне их очень жалко. Полить их некому. Но при этом я не знаю, как они растут в природе. По мне, так они неплохо растут. Все время какие-то появляются новые росты. Вот это новый рост. Вот эта вот часть, это все 3 роста уже появились у меня. Вот здесь вот ростик, вот еще ростик. Вот откуда ни возьмись, появился от корня вот такой рост. В горшочке в этом то же самое. Вот один, второй, они появляются. И мне тоже, как и вам, хочется, чтобы они росли очень быстро, стали взрослыми, зацвели, но пока этого нет. Но динамика их роста прослеживается. И чтобы хоть как-то я понимала, как я их удобряю, я приобрела аминосил. Вот сейчас они выпустили спрей аминосил. Вот исключительно для этих орхидей. 2 раза в месяц я их вот так опрыскиваю по листу. И у таких орхидей не происходит загнивание розетки. Но действительно это так. Я это делаю уже 3-й раз. Листья просыхают мгновенно. Листья очень жесткие. Знаете, они какие-то, даже не могу сказать, как какие-то треугольные, что ли. Как-то они разные. Может, сорта разные? Нет, сорта разные, они все разные, они должны по-разному цвести. Ну и листья очень плотные, очень жесткие. Это не назовешь травкой. Я не могу согнуть лист. Ну, в общем, я решила, что я буду удобрять их вот этим новым аминосилом. Посмотрим, как эти орхидеи отреагируют на удобрение аминосилом по листу. Потому что вот эти бульбовые орхидеи, они прекрасно реагируют на гранулированный аминосил. Я его 1000 раз показывала вам. И, кстати, в Lemana Pro появились вот такие пачки аминосила гранулированного. По-моему, 700 или 800 рублей. Но это 700 грамм. То есть можно использовать в саду, в огороде и для любых растений. Потому что там, вот как и здесь, просто универсальный аминосил. Я, кстати, этот универсальный аминосил использую и для удобрения хой. И они у меня тоже прекрасно цветут. Я вам в телеграм-канале это часто показываю. Ну, вот такие у меня новшества и с аминосилом, и с талумниями. Растут, да, растут. Но буду что-нибудь еще экспериментировать. Уж очень хочется, чтобы они зацвели. Ну, во-первых, стали более взрослыми растениями, во-вторых, зацвели. У них очень красивые крупные цветы. Ну, конечно, относительно их мелких кустиков, цветы у них по 4-5 сантиметров. И должно быть очень красиво. Мне хочется, чтобы я нашла подход к этим орхидеям, и они зацвели. И вы находите подход к разным орхидеям, потому что и растут, и цветут они все-таки по-разному. Особенно разные сорта орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.